Приехал я в Рязань, старый российский город, родина Сергея Есенина, туристический центр, можно сказать. И казалось бы, вот что я хочу увидеть, выйдя с этого замечательного экспресса. Может быть, красивую историческую архитектуру или даже, пускай, современную. Может быть, классное благоустройство. Может быть, удобный городской транспорт, на котором можно быстро доехать до исторических достопримечательностей, до Калинника. Нет, выйдя с электрички, я вижу огромную парковку с заборами. Никакого городского транспорта здесь нет. Благоустройства здесь тоже нет. Красивой архитектуры тоже нет. Так себе первое впечатление. Единственное, чем может похвастаться привокзальная площадь Рязани, это электровоз НО-001. Первый электровоз переменного тока, построенный в Советском Союзе. А НО означает Новочеркасский однофазный. Этот электровоз 1956 года работал на участке Ожерелья-Узунова, когда там еще был переменный ток. В 1980 году его отставили от эксплуатации и поставили в депо Ожерелья, где он был памятником. А потом этот памятник перевезли вот сюда на всеобщее обозрение. Но что касается обычных людей, которые не интересуются железными дорогами и приезжают в Рязань, то, к сожалению, их ждет разочарование. Мое конструктивное предложение – срочно запустить на привокзальной площади хотя бы троллейбусный маршрут, чтобы, выходя из вокзала, вы попадали в транспорт, а не под колеса кучи автомобилей, которые там базируются. И ехали сразу в исторический центр смотреть на красивое, а не вот это вот все. Ну, кстати, ты не прав. Тут вообще-то есть общественный транспорт в лице 49-го автобуса, и отправляется он вот с этой остановки. Другой нюанс, что тебе все равно перед этим придется пройти всю парковку на площади, но общественный транспорт тут все-таки есть, и он идет прямо в исторический центр, и ходит не так уж и редко, каждые примерно 10 минут. Ну, за исключением вечернего времени, но вечером в Рязани, в принципе, транспорт ходит плохо. Погоди-ка, Серег, ну а где этот 49-й автобус? Вот я только что приехал на экспрессе из Москвы. Неужели здесь под расписание экспресса не подвязаны какие-нибудь рейсы автобусов? Кажется, это было бы логично. То есть даже если до него нужно дойти, то окей, я дойду, тут недалеко вроде бы. Но где я? А с вами Игорь Абросимов, это канал Блог ЖД-фотографа. И сегодня со мной Сергей Чернышов, автор канала СТВ Channel Рязань. Местный чел, который прекрасно знает свой город и его транспорт. И сегодня мы записываем видео на его канал «Прятки по Рязани», и я в этом участвую. Да, и у нас совсем скоро истекает время, за которое убегающие могут спрятаться. И мы начнем запрашивать подсказки, чтобы понять, где они. Пока думаем над стратегией. Ну и пока мы ждем, когда убегающая команда от нас спрячется, я расскажу вам про рязанские троллейбусы. Кстати, видео на канале СТВ Channel Рязань с этими самыми прятками уже наверняка вышло, учитывая, сколько я монтирую свой контент. Так что переходите по ссылочке в описании и смотрите, что получилось у Сереги. Итак, это рязанский троллейбус. Это типичная советская система, потому что здесь точно такой же сценарий, как, например, в Ереване. Вот смотрите, дата открытия. 49-й год, первые троллейбусы МТБ-82, которые здесь проездили до 1973 года. Далее появились ЗИУ-5 в 1961 году и проездили до середины 80-х. Далее в 1972 появились ЗИУ-9. Далее с 1992 года была закупка ЗИУ-682Г, который, в принципе, ничем не отличается от ЗИУ-9. Можете поругать меня в комментариях за такое упрощение. Но зато Рязань известна тем, что здесь работали последние в России троллейбусы ЗИУ-683Б, сочиненные троллейбусы-гармошки. На моем канале уже выходило о них отдельное видео, которое мы снимали с автобус-мастером еще в 2021 году. Не забудьте посмотреть, если еще не видели. Здесь есть следующие модели троллейбусов. ВМЗ «Авангард» 24 штуки, ПКТС «Адмирал» 20 штук, БКМ-321 14 штук, ЗИУ-подобные кастрюли 33 штуки, МАЗ-203 Т-70 10 штук, а также в штучных количествах есть ВЗТМ-5284, ЛиАЗ-5280, ВМЗ-5298 по кличке Кубик, ВМЗ-463, Трольза Оптима, Трольза Мегаполиса. Вот такой вот разношерстный здесь парк троллейбусов. Но в целом надо сказать, что здесь много современных машин в лице Адмиралов и МАЗов-203, что не может не радовать. Вот, кстати, как раз проехал МАЗ-203. А вот этот троллейбус называется Тролза Слобода. В Рязани таких 13 штук. Это что-то вроде удешевленная версия Трольза Мегаполиса. Но, хотя на самом деле, конечно, это ближе к ЗИУ-682. Из интересного, в Рязани есть троллейбус КТГ-2 со старой ранней мордой, который местные активисты в лице вот этого товарища Сергея хотят выкупить и восстановить. Он вам потом расскажет, как у него продвигаются дела с этим. Итак, дружище, наши коллеги спрятались, и что мы делаем теперь?
Мы теперь идем их искать. Я уже запросил подсказку, западнее или восточнее вот этой линии. Они сказали, что они западнее. Я предлагаю в качестве следующей подсказки использовать ту, которая тут не нарисована явно. Какой у них ближайший парк. Это либо Центральный парк, либо Комсомольский парк, либо парк Гагарина. У нас в чате есть четкая картинка с границами для понимания. Они ею воспользуются и скажут ответ. А мы уже по ее итогам будем решать, что, куда и как. Ну сейчас-то мы куда-то двигаемся или пока стоим здесь? Пока еще стоим. То есть я могу продолжить записывать свою ахинею. Ура! В 2022 также была поставлена партия из 10 троллейбусов МАЗ-203 Т-70. Вот один из них. Троллейбус современный, естественно, умеет ездить без поднятых штанг. То есть, по сути, это электробус с динамической зарядкой, если хотите. Вот такой вот замечательный, шикарный МАЗ, который, между прочим, покрашен закосом под троллейбус ПКТС «Адмирал». Только это ПКТС «Адмирал». Что? Это был ПКТС «Адмирал». Ну зачем они красят одинаковые ПКТС «Адмирал» и МАЗ-203 Т-70? Настолько они одинаково покрашены, что я перепутал один троллейбус с другим. Это был ПКТС «Адмирал», окей. Итак, наши друзья нам прислали ближайший парк. Это... Да, Центральный парк. И это нас очень радует, потому что у нас остается вот такусенький вот маленький сектор. Правда, он очень вытянутый. Ну-ка, обведи ручкой на карте, где мы будем их искать. Вот так, вот тут вот, вот в этом ну, вот прямо районе. обведи, чтобы зрители видели. Вот тут вот, вот тут вот. Вот в этой сосиске мы их будем искать. Вот, ну, это больше на каплю какую-то похоже, хотя кому как. В общем, нам бы по-хорошему или поделить этот район, или сразу запросить фотоостановки. В любом случае нам сейчас ехать или на 5-м троллейбусе, или на 10-м автобусе. В общем, куда-то вот сюда. Теперь покажи, где мы находимся. А мы вот тут. Вот тут. Вот эта вот звездочка, это мы. А, площадь Ленина, понятно. Да. Поэтому садимся, что подойдет, и продолжим наши поиски. Поехали. Так, сейчас Серега будет запрашивать у них подсказку еще одну, чтобы... Да, теперь мы можем запрашивать фото-подсказки, потому что это уже 3-я будет. И я предлагаю взять фото ближайшего светофора. Почему? Потому что вот в этой вот зоне светофоров очень мало. И все они довольно специфические. А если они скажут, что у них нет радиосветофора, то они где-то вот тут вот, в районе Новопавловской рощи. Потому что там вообще проблема со светофорами, их там просто нет. Так, это вот площадь Ленина, главное место Рязани, можно сказать, центр, сердце. Здесь такая огромная дорога на кучу полос, как всегда. Ничего удивительного. Здесь идет ремонт, нет каких-то коммуникаций. К сожалению, нет, это не строительство новой трамвайной линии. Итак, мы приняли решение с Серегой пойти пешком. Прогуляемся по Рязани, пройдем инспекцию случайного двора, городской инфраструктуры. И будет у нас тут, конечно же, режим Варламова, потому что Рязань — это город как Тула. Она вся из себя представляет режим Варламова. Не правда ли? Ну, можно и так сказать. Мы также ждем фото ближайшего светофора от прячущихся. На это уйдет какое-то время у них. И за это время я планирую, что мы пройдем минимум одну остановку, где и транспорта будет больше. И вот сейчас вот 10-й автобус проехал. Скорее всего, он поедет уже к нам, когда мы дойдем до той остановки. А он нам сейчас подходит, вероятно, наилучшим образом. Погнали. Так, ну и начнем мы наш режим Варламова, не отходя от кассы. Я даже не знаю, надо ли комментировать. Может быть, просто вам покажу вот это вот. Вот эти вот потрясающие отсутствующие пандусы на переходе в центре Рязани. Заметьте, я не искал это случайно на окраинах. Причем даже для автомобиля здесь все не слава богу, потому что здесь дорожное движение выглядит вот так вот. Как-то непонятно, в каких рядах кто едет. Поворот налево регулируется просто зеленым светофором, то есть нет стрелы. В Рязани вообще есть светофор со стрелой, Серег? Есть в Рязани светофоры со стрелой. А что такое стрела? Это когда у тебя дополнительная секция, вот так вот, налево пострелили. Странно, что здесь нет доп-секции, потому что здесь просто кавардак с движением. Это я говорю как водитель. Я бы, конечно, смог это проехать, но, блин, камон, что. Естественно, здесь куча проводов на столбах. А все почему? А все потому, что принадлежат эти провода УРТ, то есть управлению Рязанского троллейбуса, насколько я понимаю. Не правда ли? Столбы принадлежат УРТ, а провода принадлежат провайдерам. И, кстати, недавно они попросили взыскать с УРТ штраф за то, что те подняли расценки за аренду места на опорах. Антимонополочка? Да. А почему они не могут убрать все это подземные коллекторы, чтобы Рязань была красивым городом? Потому что провайдерам так проще обслуживать провода, чем постоянно лезть в коллектор. И дешевле класть.
Неужели провода так часто ломаются, что их надо постоянно обслуживать? Лучше перебдеть, чем недобдеть. К сожалению, Рязань будет в проводах еще долгое время. Не факт. Не факт? Возможно, что УРТ откажется от этой услуги, потому что видите, как у нее тяжко с этими исками от ФАС. Типа они скажут, ах, вы не хотите по нашей стоимости, так мы эту услугу больше не будем предоставлять. Типа того. Я бы сейчас, конечно, высказался, но да, не буду. У нас все-таки есть дети среди зрителей. УРТ такие, да, и пошли вот, и все. Ну да, типа того. Так, вот сейчас мы идем по Первомайскому проспекту. Мне нравится, что здесь есть старая архитектура красивая. Правда, немножко неухоженная, но ладно. Главное, что не испорчена вент-фасадом и другими изысками. Здесь много деревьев. Вообще, в принципе, в Рязани довольно много деревьев. Вот здесь вот историческая часть, особенно вон там деревья. Вот здесь деревья. А еще здесь убрали забор, который я критиковал еще в видео 2021 года. Когда мы с автобус-мастером искали троллейбус ЗИУ-683. Так что все, здесь нет забора. Но не стоит обольщаться, потому что в Рязани еще кое-где есть забор. Но, признаюсь, да, его стало меньше. Ставим плюсик в копилку плюсиков в Рязани. Я хотел записать здесь видео, но мне помешала звуковая реклама. Кринж, уберите это быстро, фу-фу-фу. Ух ты, там деревянный дом, Серег, что это за классный деревянный дом там? Сад. Действующий детский сад? Действующий. Обалдеть. Так, вот у меня появилось безумное предложение, как сделать Рязань чуточку лучше. Нужно вот этот кусочек тротуара, вот такой ширины примерно, отгрызть, убрать здесь плиточку, сделать его чуть-чуть глубже или чуть-чуть выше, нарисовать тут разметочку, и тут будет классная велодорога. Но только это надо во всей Рязани сделать. Прислали фото светофор. Да, и это что-то, где есть троллейбус. Мы видим вот тут провода, мы видим вот тут консоль. И мне кажется, Дзержинка Гагарина. По-по-по. Ну, в общем, ладно, сейчас мы сядем в 10-й автобус, доедем до автошколы и будем делить зону, я так думаю. Вот смотрите, это Первомайский проспект, буквально центральная улица Рязани. Здесь много классной архитектуры, например, вот такой вот зеленый жилой дом. Вот такая вот конструкция с колоннами, с классными. Вообще здесь очень красиво, вот есть такой мемориал. Такая, ну, конечно, весьма своеобразная, но все же автобусная остановка. Но как же все грустно выглядит. Вот эти вот провода везде. Широченная улица без выделенных полос для общественного транспорта, без велодорожек. Но проблема в том, что это во всех российских городах. Везде одно и то же, везде те же самые проблемы. Настолько те же самые, что мне уже надоело про них говорить в каждом видео. О, троллейбус. Шкода. А нет. Итак, мы сели в этот новенький ЛиАЗ-5292, точка, наверное, 65. И едем сейчас на остановку автошкола, где будем искать наших убегающих. Пожалуйста, коллега, карту и пояснение нашим зрителям, что мы будем сейчас искать. Возьми микрофон, держи, вот и расскажи зрителям. Значит, пояснение такое. Они показали фотку светофора, где есть элементы троллейбусной инфраструктуры. Я подозреваю, что они могут быть или вот тут, или вот тут. Вот по этой вот линии. Мы сейчас поедем посередину, вот сюда, на остановку автошкола, чтобы отсечь пополам Дзержинку или Островского и уже там решать, куда дальше ехать или идти. Ну и раз уж мы едем в автобусе по Рязани, то это хороший повод рассказать об автобусах Рязани. Кто бы мог подумать. Основным перевозчиком Рязани является МУП УРТ, то есть Управление Рязанского троллейбуса. Как вам такой поворот? Тот же самый перевозчик, что и обеспечивает перевозки на троллейбусах. В его парке есть следующие автобусы. ЛиАЗ-5292, всяких модификаций около сотни штук. ПАС Вектор Next 40 штук. Есть здесь ЛиАЗа-6213, сочлененные автобусы. Не каждый город может похвастаться. Их здесь 13 штук. Есть здесь также Нефаза 5299, сколько-то там штук. Всего 181 автобус. Из них 162 в рабочем состоянии. Ну и, конечно же, в Рязани есть частные перевозчики, которые ездят на пазиках, векторах, некстах и прочей белиберде, которые скоро, возможно, перейдут на контракты. Не правда ли? Да, только там все равно будут пазики, несмотря на то, что их переводят на контракты. Один маршрут уже переведен, и там, разумеется, пазики. А большие перевозчики, к сожалению, не способны из-за финансовых проблем. Что нам выходит сейчас? Здесь рядом с этими классными домами. Серег, ты меня обрадовал.
Вот, с забором сделал то, что и положено с ним делать, снесли. Итак, мы приехали в какую-то точку Рязани. В какую? Мы приехали в район под названием Ленпоселок. И в этом месте я предлагаю запросить такой момент. Севернее или южнее, чем мы сейчас находимся? Ну так запрашивай скорее. Да, сейчас запрашиваю. В общем, они находятся севернее нас. Это значит, с учетом того, что это улица, где есть троллейбусные сообщения, вероятнее всего, это вот здесь. Улица Дзержинского, поэтому мы идем сюда. А можно даже зайти вот в этот вот красивый райончик и пройти непосредственно к тому, предположительно, светофору, который они сфоткали. Отлично, пойдем. Я люблю гулять в красивых райончиках. Так, вот мы идем по красивому райончику. Улица называется Весенняя. Сейчас Серега нам что-нибудь про него расскажет, а пока что я скажу, что я об этом думаю. Ну, не знаю, во всех видео я про это говорю, стоит ли повторяться в очередной раз. Поэтому давайте лучше я акцентирую внимание на хорошем. Здесь красивая архитектура, хоть и слегка неухоженные, такие вот сталинские дома малоэтажные. Буквально клубный дом, вот это все отреставрировать. И будет элитное жилье, я даже сейчас не шучу. Много деревьев здесь, такой зеленый район классный. Вон там вот прям можно в кусты зайти. Такие вот уютненькие дворы, наверное. Но сейчас мы не пойдем внутрь. Я уверен, что там неплохо. Вот такой вот все в объявлениях. Ну ладно, опять же, если я буду говорить только о недостатках Рязани, то это будет самое ужасное видео в мире, потому что тут много недостатков. Поэтому в дальнейшем я буду стараться показывать только хорошее. О, забор кончился, ура, хорошее, сразу прям только сказал, что хорошее, и забора уже нет. Зато есть классный дом, в котором, по-видимому, поменяли окна. И заметьте, на втором этаже окна новые, но они там не белые, а коричневые. Это редкость. Ладно, расскажи, куда ты меня завел? Специально, чтобы я умер от восторга? Ну, район называется Ленпоселок. Застраивался в основном в 50-е годы. Начал застраиваться еще до революции, правда, ближе к железной дороге, когда район назывался Новая Стройка. Со смертью Ленина был переименован в честь Ленина. Основная застройка пришлась на послевоенное время, поэтому тут очень много вот таких вот небольших двух, редко трехэтажных домов. Район довольно зеленый, правда, контингент тут местами не самый добрый, поэтому лишний раз с камерой к ним лучше не соваться. Там страшная автобусная остановка, но я обещал не показывать плохое, поэтому продолжим. Да. Как тебе этот райончик? Ну, прикольно. Я тут постоянно бывал, когда в школе бегал, занимался легкой атлетикой. Тут есть манеж «Юность». Недавно его починили. А рядом открыли тоже новый Ледовый дворец. Правда, Ледовый дворец архитектурой не блещет. И из-за холодильной установки он шумит. И людям это не очень нравится. Но раньше там был пустырь, который постоянно был завален мусором. Так что тут хороший вопрос, что лучше. Ледовая арена или пустырь с мусором? Так, мы на улице Шевченко. Я обещал говорить как можно меньше о недостатках Рязани, но вот все-таки увидел вещь, которую раньше в своих видео не говорил. Вот смотрите, это пересечение тротуара с въездом в прилегающую территорию. Тротуар спускается, там поднимается, там ступенька. И вот я считаю, что нужно, чтобы тротуар был всегда в одном уровне, ровном, и чтобы машины заезжали, поднимались на тротуар, а не пешеходы спускались к машинам. В конце концов, это машины заезжают в гости к пешеходным в данном месте, а не наоборот. Поэтому, еще раз, тротуар должен быть в одном уровне везде, а машины должны на него подниматься на пандусе. Это будет справедливая городская среда. А пока что здесь вот так. Например, на велосипеде здесь уже не поедешь, потому что здесь вот эта ступенька. С детской коляской тоже неудобно, потому что, опять же, ступенька. Они сделают спуск, но ступенька все равно есть. Все просто. Тротуар во всем городе в одном уровне, а машина пускай ездит вверх и вниз по кочкам. Им же проще. Нажал педаль газа и поехал. О, вообще двухэтажка такая ухоженная, приухоженная, как новая. Смотри, класс. А еще обратите внимание, какие классные в этих домах палисадники. Смотрите, тут люди сами высадили цветочки, тут благоустройство, ландшафтный парк, как хотите называйте, но это просто замечательно. Здесь даже есть такая вот грядка, там что-то выращивают.
очень красиво. Напоминаю, что в современных домах такое просто невозможно во многоэтажках. Поэтому вот, на мой взгляд, самая классная городская застройка. 2-3-этажные дома, но максимум 5-этажные. Кто бы еще меня спрашивал? Если возвращаться к внезапной инспекции случайного двора, то я думаю, даже не стоит начинать, видя вот это. Думаю, что ходить туда нет смысла вообще никакого. Ведь не стоит забывать, что мы тут, помимо всего прочего, еще играем в прятки по Рязани, Серег. Как у нас установка? Да, я сейчас пытаюсь... Подожди, я тебе сейчас дам микрофон. Возьми микрофон. Да, я сейчас думаю насчет следующей подсказки. Это будет или горячо-холодно, или на какую букву начинается ближайшая остановка. Честно сказать, я уже ближе склоняюсь ко второму варианту, потому что мы, возможно, уже в их радиусе, если это тот светофор, о котором я думаю. И поэтому вполне возможно, что горячо-холодно они откажутся выполнять из-за того, что мы к ним уже близко. Да, поэтому я предлагаю выбрать подсказку, пока они не наложили нас никаких проклятий, на какую букву начинается название их ближайшей остановки. На нас наложили проклятие номер 1, что согласно нашей шпаргалке означает, что мы не можем запрашивать дополнительные подсказки, пока не купили и не съели что-то сладкое. Ура, мы пойдем есть вкусняшки. Обожаю это делать, по мне видно. Так, а мы все еще находимся в районе Ленпоселок. Сейчас будем искать вкусняшки. И вот я хочу вам показать такие интересные панельные дома. Смотрите, то есть здесь вот бетонные панели, из которых они сделаны, с таким вот рисуночком. То есть не просто тупо панели, а с текстурой, что выглядит интересно и делает дом таким чуть-чуть необычным. И такой же дом с этой стороны тоже. Здесь уже другой рисунок панели, такой напоминающий забор бетонный, всем известный советский. Вот видите, какие здесь такие вот рисуночки, то есть такая прикольная архитектурочка. Ну, конечно, двор здесь не соответствует моим представлениям о прекрасном. То есть, ну, здесь есть вот зеленое поле футбольное, есть парковка, есть какая-то детская площадка. Ну, двор стандартный для российских городов, но в целом уютно, интересно, любопытно на такое поглазеть. И у нас сообщение от прячущихся. Первая буква названия ближайшей к ним остановки – буква «М». А мы сейчас как раз выходим к остановке «Музыкальное училище». И если это тот самый светофор, о котором я думаю, то мы уже очень близко. Ну не должны ли мы исполнить проклятие, прежде чем продолжить поиск? Да, мы по-хорошему должны исполнить проклятие. Согласен. Давай, организуй это, Серег, я верю тебе. Да, мы идем в магазин. Так, мы выполняем условия, мы взяли вот этот вкусный круассанчик с малиной в пекарне Банте. У нас, к сожалению, нет с ними рекламного контракта, но я все равно вам ее порекомендую, потому что она есть по всей Рязани, и здесь вкусные вкусняшки. Например, вот эта вот вкусная вкусняшка. Вот. А еще здесь есть салатики и горячее блюдо, так что, если будете в Рязани, вот здесь можно закусить. Но, к сожалению, здесь нет моего любимого лавандового раф. Что я могу сказать? Всем бы такие проклятия, как у нас сейчас. Мы все еще в Ленпоселке, ну куда бы мы особо делись, мы уже примерно представляем, где они. Мы знаем, что ближайшая к ним остановка начинается на букву «М». Это остановка музучилища. Больше тут остановок на букву «М» нету. Поэтому предлагаю переходить к тяжелой артиллерии. И запрашиваем мы максимальный номер квартиры у ближайшего дома, потому что тут все дома... Хотя и райончик немного типовой, но по факту тут много всего разного. И я так думаю, что эта подсказка нам что-то додаст. А пока Серега разбирается с подсказками, я не буду терять время и сфотографирую все троллейбусы, которые поедут вот здесь, по улице Дзержинского. Потому что я люблю фотографировать троллейбусы, хотя уже давно не понимаю, зачем я это делаю. Я настолько обленился, что эту поездку я всю фотографирую на мобильный телефон. И так сойдет. Все равно эти фотки никто не увидит. Хотя, с другой стороны, фотки, сделанные на телефон, как раз быстрее увидит свет в моей группе ВКонтакте, где каждый день выходит по 2, а то и по 3 поста про транспорт, про поезда и про архитектуру. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Группа называется также «Блог ЖД-фотографа». 16. Что значит 16? Что за загадку ты преподнес мне, Серега? Нужна пояснительная бригада. Они сидят около дома, в котором наибольший номер квартиры 16. Очевидно, что это двухэтажка.
А мы мимо чего шли? Мимо двухэтажек. Правильно, поэтому мы немножечко возвращаемся, но идем немножко к другим двухэтажкам. Если там на нас не наложат проклятие, то мы запросим там радар. А теперь скажи мне, откуда им знать, сколько в каком доме квартир? А потому что вывески есть у подъездов. Итак, мы опять вернулись в дебри района Ленпоселок. И смотрите, какой здесь интересный дом прячется в кустах. Давайте же посмотрим поближе. Такая вот сталинская двухэтажная построечка. Это баня. Посмотрите, какая интересная архитектура. Такие вот арочные входные группы. Ну, все по красоте. Вот это типичная сталинская архитектура. Такие вот арочные окна. Такие вот два, как это вот называется, типа флигели, что ли, вот эти вот эта часть и вот эта часть. Если не ошибаюсь, это называется флигели. Если ошибаюсь, поправьте комментарий. К сожалению, состояние видите сами, но, на мой взгляд, это достойная архитектурная жемчужина Рязани, могла бы быть. А еще здесь вот такой представитель современной архитектуры Рязани. То есть, конечно, архитектурный стиль, ну, такое что-то вроде капиталистического романтизма, как его любит называть Серега. Но мне нравится, что этот дом не такой безликий, как то, что строят в Москве, и не такой 100 миллионов этажный. Вот такая этажность в новых домах, на мой взгляд, самая крутая. Вот бы такое в Москве строили. Рязань — это очень зеленый город, то есть вы можете сами видеть, сколько здесь растений. Вот рябина тут растет, вот открываешь окно, вот тут птички поют, наверное, никаких машин, такая вот тихая улица, спокойная. Вот еще бы, конечно, была она еще здорово благоустроена, как в Москве, но, к сожалению, вот нет. А представляете, как бы взлетели цены на жилье, если вы здесь вот этот весь мусор расчистите, сделать тротуар, сделать нормальную проезжую часть, сделать здесь троллейбусную линию. Ну ладно, троллейбусная линия тоже перебор, но все же какой-то транспорт здесь запустить, отреставрировать все дома. Представляете, как классно будет? Рязань будет просто мега крутым городом. Но, к сожалению, имеем пока что то, что имеем. У нас остается только пожелать Рязани, чтобы здесь к власти пришли люди, которым не плевать на свой город и которые смогут добиваться выделения денег на его реставрацию. В конце концов, не по одному же историческому центру гулять. В Рязани столько всего интересного. Вот тот же Ленпоселок. Смотрите, какая красота, какой зеленый двор. Так, мы продолжаем разыскивать наших беглецов, которые где-то здесь вот спрятались. Мы пока не знаем, где именно, но где-то примерно здесь. Вот мы опять выходим на такой вот бульварчик. Как называется улица, Серег? Быстро. Как? Пушкина. Улица Пушкина? То есть вот эта улица Пушкина. Ну что ж, мое почтение такой улице, где нет автомобилей. Я такие улицы люблю. Ну, она, наверное, ведь не вся такая, да? Ну, есть небольшой кусочек там с машинами. Вот здесь прям напрашивается какая-нибудь пешеходная зона, такие фонарики, скамеечки, кофейни. Отреставрированные сталинские дома. Вот представляете, как было бы классно. Вот я просто размечтался. Вот я размечтался. Ты согласен, что это было бы круто, то, что я предлагаю? Да, и они даже что-то пытались сделать. Ну, пока что здесь все такое диковатое, такое пространство. Но, с другой стороны, диковатое пространство все же лучше, чем то, что строят сейчас современные застройщики. Вот смотрите, какая картина. Ну, грустно, но со своим настроением. Мы попали в район, где как раз-таки находятся 16-квартирные дома. Тут все дома примерно одного вот этого цвета, непонятно желто-выцветшего. Это дает нам надежду на то, что мы еще успеем их найти. Домов 16-квартирных тут прям совсем немного. И мы сейчас, как хотел Игорь, походим по дворам. Так у нас будет внезапная инспекция случайного двора. Ну, она будет очень экспресс-инспекция, потому что у нас 10 минут осталось. Ну так погнали скорее. Погнали. Да, давай, конечно, со своим настроением. Ну, к сожалению, все здесь в таком состоянии грустненьком, печальном. Благоустройство здесь примерно никакое, но только дикие заросли. Зато здесь, наверное, тихо, поют птички и все такое. Близость к природе. Хочу сказать, что КПРФ? Че? Они что, хотят экономику вот этой позиции развалить? Да. Придурки. За доступное качество медицины? Да! Кто же откажется-то?
за отмену пенсионной формы. Действительно, кто же откажется за нормальные дороги? Да ну, правда что ли? Они выступают за нормальные дороги, за чистоту рек и питьевой воды. Кто бы мог подумать? Они за такие ценности выступают. Посмотрите, за достойное будущее молодежи, действительно за все, за принятие областного закона о детях войны, за бесплатное образование. Все, КПРФ, точно, вот прям отличная идея, прям толкают, вообще обалденные. Правда, я не вижу здесь такого пункта, как за современное благоустройство дворов, где пункт за развитие общественного транспорта Рязани, где пункт за восстановление трамвайных линий, где пункт за противодействие коррупции, где пункт против домика для уточек и множество других полезных пунктов. А кроме вот этого вот... Нормальный в Черезовских прудах домик для уточек, не надо. Главное, остерегайтесь подделок. Ага, понятно. Как говорится, все на выборы. Выборы, кандидаты. Продолжаем плутать здесь во дворах Ленпоселка. Что ты там, Серег, сделал? Я сделал радар 150 метров. Это будет наша последняя подсказка, потому что по факту у нас времени осталось чисто вот на этот двор. И тут все дома по 16 квартир. А теперь... Если это не он, то, ну, собственно, все на этом. Мы проиграем? Но не факт. Если нас тоже не найдут, то там уже как пойдет. А они что, тоже должны нас искать? Да. Ну, это в следующем раунде. Подожди. Что за подсказка 150 метров? Ну, типа, на каком расстоянии они на нас? Ближе или дальше, чем 150 метров? Так, вот я вижу, там у подъезда сидят какие-то гопники. Подойдем к ним и спросим, может, они видели наших друзей. Пам-пам, это ж они и есть. Мы что, выиграли, Серег? Мы выиграли? Игорь, ты знаешь, в чем прикол? Последних минут. Да. А я думаю, что за гопники сидят? А это они. До конца. Игорь, а хочешь прикол? Мы когда там шли, ты как раз на этот двор указывал, говорил, а может там пройдем? И они здесь все это время сидели? Вы давно тут сидите? Мы в этом дворе давно конкретно. Сидим здесь. Сидим минут 10, а так в этом дворе мы уже прилично времени. И чем вы тут занимались? Проникались местным настроением Конечно. вайба двухэтажек сталинских? Конечно. Как вам двор, пацаны? Отлично, я тут впервые, честно говоря, не знал, что такие дворы в Рязани есть. А ты сам из Рязани? Да. О, видишь, как интересно играть в прятки по Рязани. Познаешь родной город. А ты тоже из Рязани? Да, тоже клянусь. Обалдеть. И ты знал, что в Рязани такое есть? Ну, то, что таких дворов, такие дворы есть, я знала, а то, что прям настолько много. Я вот в этом первый раз. Вот, видите, какое полезное мероприятие проводит этот товарищ? Это называется... Вылетел с головы. Как это называется? Краеведение. Краеведение, точно. Вот он проводит классные краеведческие штуки, чтобы люди узнавали свой город лучше. И чужой город. Ну, для меня Рязань чужой город, но я уже здесь 3-й раз участвую, поэтому скоро для меня Рязань будет как второй дом. Спасибо тебе, Серег, что ты это делаешь. Итак, следующий номер в нашей программе – это мы будем убегающей командой. Мы с ним, с Серегой. А эти двое будут нас догонять. И мы сейчас пойдем на улицу Дзержинского, там много транспорта, и у нас будет возможность куда-то смотаться. Но сначала я протестирую местные яблочки. Ой, тут какой-то клещ бегает. О, смотрите, какой мелкий. Тык-дыкает. А? Ну что, съесть его или нет? Как думаешь, он вкусный? Это клещ или клоп? Это клоп. Нет, это все-таки клещ был. Это был бархатный клещ. Вот такая фотка этого бархатного клеща. Он очень маленький, а теперь снимай, как я ем яблоко. Это же так интересно. Все ради контента. Зона яблока. А, еще у нас будет ASMR, смотри. Ничего, такое яблоко. Обожаю такие районы. Ходишь, собираешь плоды деятельности растений. У нас в Москве есть подобный район, называется Курьяново. Там тоже такие вот дома, только ухоженные. Там растут вишни, сливы, яблочки. Обалденный район. Обалдеть, это же Шкода Фили. А я всегда фотографирую и снимаю Шкоды Фили, потому что у меня самого была Шкода Фили. Только это хэтчбэк, а у меня был универсал. А сейчас мы убегаем, сверкая пятками. Куда? Мы едем в одно прекраснейшее место, которое позволит нам снять и контент, и инспекцию случайных дворов, и необычный район с историей. В общем, по мере поступления информации вы все узнаете. А теперь скажи моим зрителям, что это за чудесный сталинский дом с крутой белой опорой линии электропередач. Это крутой сталинский дом с белой опорой электропередач. Да спасибо, Кэп. А это какая-нибудь старая опора или современная? Это старая, просто хорошо покрашенная недавно. Прикольно, я люблю старые опоры, да, как ни странно. С этого момента вы тоже любите опоры и линии электропередач, потому что смотрите этот блок. Ну еще здесь есть вот такая вот
доска почета. А называется это место как? Высоковольтная улица. Высоковольтная улица. Логично. Красивая улица, здание красивое, опоры ЛЭП красивые, кусты красивые, газон пострижен красиво, забор некрасивый, там тоже некрасивый, провода некрасивые, дом тоже так себе, но в целом место довольно приятное. Все-таки недовольно приятное. Ой, какая пуська. Мы на улице Дзержинского приближаемся к Первомайскому проспекту, и смотрите, какая здесь красивая архитектура, к сожалению, завершенная проводами не ухожена, но тем не менее. Представьте, как будет здорово, когда здесь все это отреставрируют, уберут провода. Какая будет классная улица. Посмотрите, какой троллейбус. Серега, что это за троллейбус? ЗИУ. Да, но это какой-то редкий ЗИУ, типа 682Г 016.02, только со старой мордой еще. По-моему, мои экспертные способности в области троллейбусов куда-то рассеиваются. Каждый раз, когда я вижу очередной ЗИУ 682. Это был наш троллейбус. Вон тот? Да, он мне показался в ГЛОНАССе. Мы должны были в этом кастрюльном троллейбусе прокатиться? Да. Ну какая грусть, печаль. Ну ладно, а вот зато смотрите, какое красивое здание, такое красно-желтое, такое тоже сталинское. Все-таки в Рязани есть на что посмотреть, то есть потенциал туристический просто огромный. Вот если сделать здесь все, причесать, навести порядок, то будет просто супер-мега крутой город. Так, это что за безобразие? Премиум, реселлер, Apple, 0 русских слов. Кажется, кого-то пора признать иноагентами за такие вывески. Итак, мы продолжаем куда-то гнать по Первомайскому проспекту. Сейчас Сергей Батькович нам объяснит. Сергей Батькович, куда мы бежим? Какой наш план? Мы бежим на остановку, чтобы сесть в транспорт и уехать в ту точку, где мы должны будем прятаться. Это в какую же такую точку? Очень интересную. Я уже это знаю, но хоть скажи название. Пока не скажу. Это секрет. Интригант. Как можно было такую шикарную входную группу испортить вот этой дверью несуразной? Как можно было испортить такую входную группу вот этой плиткой, которая, не знаю, в туалетной кабинке облицовывают? Что это такое? Все испортили. Но, с другой стороны, не разваливается, и на том спасибо. Вон, смотрите, какие классные капителечки в греческом стиле. Мы попали в транспортную дыру. В то место, в какое я хочу. Транспорт будет только через 5 минут, хотя там транспорта много. Был один троллейбус, который не отображался в ГЛОНАССе, мы его не увидели, и из-за этого мы все еще тут, хотя могли сесть в него и уехать. Серег, ты что, привез меня в музей настенной живописи? Это что за район? Это район называется Низы. Это очень старый район. Его второе название Рыбацкая Слобода, насколько я помню, существует уже с 16 века. Но с тех времен тут, правда, ничего не осталось, кроме того, что, может быть, что-то есть под землей. Вот. И рядом есть старый базар, где торговля тоже шла где-то там, тоже где-то с 16 века. Но в основном тут здания или хрущевки, или сталинские, тоже двухэтажки, как в Ленпоселке. Но есть и старые деревянные дома. И тут есть еще одно здание конца 18 века. Мы уже дали подсказку по ближайшей промзоне. Это уже вторая по счету подсказка. И, скорее всего, после нее они рванут в центр, то есть ближе к нам. Помимо сталинских домов, помимо пятиэтажек, помимо разрисованной красивой трансформаторной подстанции, здесь есть еще и новый дом, вот такой приятный, нежных цветов, с неплохой простой архитектурой. Ну, хотя, не знаю, есть ли вообще здесь архитектура, но, по крайней мере, вот такие дома приятные. Вот. А что касается двора, то здесь есть кусты, теплотрасса и парковка. Больше ничего, к сожалению. Ну, еще здесь есть вот такая вот местная изюминка, такой деревянный трон, на нем корона, написано «Низы», такая вот достопримечательность. То есть, реально, это полноценная достопримечательность. Сюда водят экскурсия. Так, Серег, ну, здесь, конечно, прикольно, и мне нравится. А дальше что будем делать? А дальше нам надо найти, есть ли у нас вообще в радиусе школа, потому что у нас запросили ближайшую школу. Мы ненадолго покинули нашу локацию, где прячемся, чтобы купить водички
И это улица Рыбацкая. Посмотрите, какие здесь классные домики одноэтажные. Ну, понятно, что состояние видите сами. Давайте закроем на это глаза и просто посмотрим на архитектуру. Есть вот такая Сталинка. Но самое интересное, это вот такой вот уютный детский садик. Понятное дело, что он советский, но здание такое ухоженное, новая крыша стоит. И самое главное, посмотрите, какая здесь классная детская площадка. Мне больше всего здесь нравится вот эта классная беседка синяя, такая еще советская, дощатая, такая уютненькая, очень классная. Даже не знаю, есть ли в Москве подобный уютный детский садик. Ну, хотя, наверное, конечно же, есть. В общем, смотрите, какой классный детский садик. А еще тут рядом находится архитектурная жемчужина. Постыдился бы. А еще тут находится архитектурная жемчужина Рязани, храм Благовещенной Пресвятой Богородицы, построенный в 1673 году. Смотрите, какая неземная красота. Разрешите вам представить, это дом Хераскиных 1805 года, построенный в стиле ампир. Он находится в Рязани на улице Свободы. К сожалению, состояние удручающее, но тем не менее это двухэтажный деревянный дом с фронтоном и с деревянными колоннами. Я лично не могу сходу назвать ни одного другого такого здания. Наверняка в России где-то есть, но я не знаю, где еще. Если вы знаете, пишите в комментариях. Блесните своими познаниями архитектуры. Ага, вот и кот. Ну-ка, кот, сделай наше видео лучше. Повернись. Кс. Кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Не хочет делать наше видео лучше. Так, мы возвращаемся к месту нашей дислокации, где мы будем прятаться. Серег, что сейчас произошло? Расскажи нам. Они сели в 3-й троллейбус и едут очень сильно в нашу сторону. Вполне возможно, что скоро они будут к нам ближе, чем на 500 метров, что заставит нас заморозиться. Поэтому мы возвращаемся на то место, где мы планировали прятаться. Они запросили нас фото 3 домов. Мы им скинули фото 3 домов. И сейчас будем, наверное, накладывать уже проклятие на 100 очков. Надеюсь, что оно их сильно затормозит. Они в радиусе. Они доехали до площади Свободы, вышли тут. Это довольно плохая новость, но мы наложили на них проклятие. Теперь не могут запрашивать подсказки до тех пор, пока не проедут на пазике хотя бы 2 остановки. Исходя из имеющейся информации, они стоят и ждут пазика на остановке Площадь Свободы. С той остановки ближайший будет через 7 минут. Если, конечно, нет еще одного гада с УРТ и без ГЛОНАССа, но не факт, что он существует. Поэтому надеемся, что они там еще 7 минут простоят, потом поедут к круизу, потом вернутся назад. В общем, мы их делом заняли. Короче, нам остается только стоять здесь и ждать? Извините, в Ютубе не получится эту музыку вставить в оригинале, потому что здесь действуют авторские права, но я уверен, эта музыка сама включилась у вас в головах. А вот ВКонтакте и в Дзене я опубликовал это видео без всяких там изменений, потому что там всем плевать на авторские права. Пока мы тут пели лимонадики, обстановочка немножко поменялась. Они уехали на пазике от нас на 2 остановки назад в центр. И сейчас, видимо, будут возвращаться. Пока никаких подсказок они у нас не запрашивали. У них осталось еще полчаса. Ну, пока загадывать не буду. В целом они уже более-менее понимают, где мы, поэтому да. Нет, поэтому нет. Поэтому нет, да. Полчаса later. Так, вот это мы, это они. Они прям очень близко к нам подходят. Прям очень они прям... Они едут на транспорте, скорее всего, до ВДНХ сейчас доедут. И будут нас тут искать. Это Не забудь наложить тревожную музыку. Да. Так. Вот мы, вот они. Они были вот тут вот, на 100, где-то 70 метров от нас. Но они, я так понимаю, разворачиваются, идут в магазин. В итоге время вышло. Мы им отправили 8-секундный кружочек, в котором мы сняли наше окружение. Сейчас они идут сюда, но им это уже никак не поможет, потому что время вышло, как я уже сказал. Так что мы выиграли. Где призы? Призы... Все с тобой понятно. Короче, ждем этих 2 кренделей. Они проиграли, значит, с них призы, я надеюсь. Все, надоело их тут ждать, идем навстречу. И заодно я сейчас покажу вам вот этот замечательный арт без солнца, потому что до этого он был в контрсвете, а теперь вот так. Свет равномерный, и вы можете насладиться этими замечательными рисунками, этими шедеврами настенной живописи. Вот такая вот замечательная изюминка в Рязани имеется. Вон они идут, эти 2 кренделя. Короче, вот эти 2 проиграли, с них призы. С вас какие-то призы. Он сказал, что с вас призы. Вот, давайте, где мои призы? Давай приз.
С вас же. Ты сказал. Я сказал, что с вас призы. Ладно, сейчас на ВДНХ пойдем там что-нибудь купим. Мы сейчас идем на Рязанскую выставку достижения народного хозяйства, отпраздновать нашу сокрушительную победу. Выставка эта была недавно отреставрирована. И сейчас Сергей нам что-нибудь про нее расскажет. Вот сейчас вот точно не вспомню. По-моему, выставка была открыта в середине 50-х годов. Она тогда называлась «Областная сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка». Ну, можно ее для краткости называть просто «Областная выставка». Так она просуществовала до 1959 года. Тогда она была переименована в торговый городок, и здесь были просто постоянные торговые площади в разных павильонах. Правда, некоторые павильоны со временем забрасывали, они приходили в запустение. В общем, уже даже к 90-м годам тут было все довольно грустно. Тут была куча памятников, они тоже пришли в запустение к 90-м годам. В 90-е это попытались восстановить, создали даже целую корпорацию «Торговый городок», для того, чтобы превратить в какое-то подобие торгового центра. Но денег не нашлось. Здания в основном продолжали оставаться заброшенными. Так продолжалось до 2022 года, когда торговый городок начали восстанавливать. Первую часть открыли в 2023. Например, вы могли ее видеть в выпуске «Салок по Рязани» под названием «Чайное проклятие». Мы тут заканчивали. А в 2024 году открыли еще часть павильонов. И, наконец, в 2025 году открыли Приокский автовокзал, который тоже размещался в одном из павильонов ВДНХ. Так, это вот Олег, участник нашей сегодняшней игры в порядке по Рязани, и он ведет меня в Кремль. Ты точно ведешь меня в Кремль? Просто как-то очень подозрительно, что дорога в Кремль лежит через вот такое вот местечко. Интересно, кто положил сюда покрышку, то есть кто-то ее сюда принес и бросил. Вот у кого-то есть много времени и лишних сил. И вообще это место напоминает Абхазию, то есть, ну, не в том плане, что здесь засрано, в Абхазии это не засрано, но напоминает в том плане, что такая дикая природа прямо посреди города. То есть только что мы шли по улице, ездят автобусы, мы свернули вот сюда и вот оказались вот здесь. Вот такая вот контрастная Рязань. Что это за безобразное место? То есть оно, конечно, такое с настроением. Здесь, если вот прибрать мусор и сделать такое освещение, будет классно. Вот. Нужно благоустроить вот всю Рязань. Вот это место надо благоустраивать. Улиц надо благоустраивать. Рязань надо благоустраивать, потому что сейчас это город с огромным туристическим потенциалом, с богатой историей, но такой грустный, что, мне сложно навести камеру хоть на какую-то картинку, чтобы там не было косяков, которые видят мои глаза. Нет такой картинки. То есть куда вот не наведи камеру, везде будет что-то неприятное. Безобразие, ужас. Ну, не ужас, конечно. О, какой артефакт. Водопроводная колонка. Обалдеть, вот это раритет. В Москве такого нету. Так, и что это за место? Здесь какая-то бревенчатая такая вот есть изба. Давай, Як, рассказывай, куда ты меня завел? Дорога к Кремлю, лесопарк. Дорога к Кремлю? Как эта улица называется хотя бы? Честно говоря, не знаю. Семен Семенович, Рязань такая маленькая, ты не знаешь всех улиц. Рубежная набережная. Молодец, успел подсмотреть. Какая архитектура классная, смотри, какие классные ставни. Красивый домик. Вот это тоже красивый, горчичного цвета, был обалдежный просто. А вот еще прям классный дом, смотри, шикарный. Жалко заросший, наверное, здесь не живет никто уже. Иногда я даже думаю, что было бы прикольно приобрести такой дом и благоустроить его. А потом вспоминаю, что я нищеброд. И что я вообще живу в Москве, у меня нет времени на это. И мне становится грустненько, но дом классный. Смотрите, какая красота. И в Рязани много таких домов. Вот еще неплохой дом. Ну, этот, конечно, без архитектурных излишеств. Но такой, не знаю. Нет, ладно, этот отстойный. И вот после всей этой разрухи, а также архитектурных невероятных домов, мы оказались около Рязанского Кремля. Вот он, вот его стена уже пошла. И сейчас мы посмотрим поближе. Не знаю, будем ли заходить. Хотелось бы, конечно, чтобы вокруг Кремля, вокруг исторического центра тоже было какое-то красивое благоустройство, а не вот это вот то, что мы видим. То есть еще раз, Рязань, центр, вот сердце города, вот буквально, вот Кремль, вот он Кремль, вот он собор стоит. Вот стена, вон старая архитектура, вон какие-то купола торчат. Я пока не знаю, что это, но я вижу, что вокруг истории находится вот это, что это. И вот, наконец, начинается благоустройство. Глаза радуются. Такая аккуратненькая мощеная плиточка. Ну, в общем-то, вы сами все видите. То есть, вот благоустройство здесь.
И вот благоустройство вот здесь. Я желаю Рязани, чтобы хорошее благоустройство продолжалось здесь. И дальше, и туда, и туда, и туда, и дальше. Но даже в Кремле, в историческом центре, нельзя было обойтись без вот этих вот куч соплей проводов. Вот в Кремле. Ну вот неужели в Кремле, хотя бы в Кремле нельзя убрать эти провода куда-нибудь под землю? Так, вот такой изящный фонарь, красивый дом. И также здесь есть причал у Кремля. Тоже такой советская прикольная постройка на понтоне. И вон там теплоход «Москвич» стоит. Примерно так он выглядит. Ну и, конечно, здесь тоже не помешало бы почистить как-то вот это все, ну, причесать было бы очень красиво. Но, в принципе, здесь и так уютно, конечно. Такая вот полусельское настроение. Ладно, идем дальше смотреть благоустройство, которого все больше и больше. То есть тут уже такая оградка появилась красивая. Такие вот уже даже кирпичные, такие пилоны, или как называется вот эта хрень. Все, здесь уже вопросов нет к благоустройству. Здесь все замечательно. Кроме проводов на территории Кремля. Можно до бесконечности возмущаться благоустройству Рязани. Но мне уже надоело, сколько можно. Уже видеть не могу эти заборы, провода. Безобразие. Наконец-то в Кремле я нашел самое красивое здание, которое понравилось мне настолько, что я просто уже минут 10 хожу вокруг него и не могу отрывать взгляд. Это храм Спаса на Яру. Он построен в 1695 году и расположен на обрыве около реки Трубеж. Посмотрите, какая красота! Особенность этого здания в том, что у него вся крыша сделана из блестящих листов металла и просто потрясающе сияет на солнце, да не только на солнце, отражает небо, отражает облака. Просто красота неописуемая. Да что я все говорю и говорю, посмотрите сами. Мы с Олегом возвращаемся к железнодорожному вокзалу, чтобы меня посадить в электричку. И мы попали на троллейбус ЗИУ-682 ГМ-1 с широкой передней дверью. Это не что иное, как модернизированный ЗИУ-682, который сделали на московском троллейбусно-ремонтном заводе. Был такой, если помните. От обычного ЗИУ-682 он отличается квадратной крышей, а также тем, что все электрооборудование у него перекочевало вот сюда, вот в этот ящик. В частности, здесь расположены контакторы, которые управляют движением. И по этой причине троллейбус каждый раз при движении издает щелчки. Это щелкают контакторы. Вот такой вот, не знаю, насколько интересный троллейбус, но это такая часть истории московского троллейбуса, потому что массово они ездили именно по Москве. Но когда Москва избавлялась от старых троллейбусов, часть из них попали в Рязань и вот догнивают свой век здесь. И нет, я, к сожалению, не оговорился. Да, к сожалению, некоторые троллейбусы в Рязани выглядят так. Или, например, вот так. Этот троллейбус вообще какого цвета? То ли он желтый, то ли он коричневый, то ли он просто покрылся пылью за несколько лет эксплуатации. Сомнительно и совсем не окей. Срочно в покрасочный цех кастрюлю. Вот смотрите, это вокзальная улица, которая ведет к вокзалу Рязань-1. Казалось бы, это почти центр города, ну раз тут вокзал, но тем не менее здесь вот такой тротуар,
Вот такая дорога, вот такие вот провода, ну, не знаю, но вот я говорю, невозможно включить камеру в Рязань и не заснять ничего, что меня не устроит. Это очень печально, друзья. Ребят, что я могу вам сказать? Вы много раз просили меня съездить в Рязань еще раз после 2021 года. Ну вот, пожалуйста, я съездил, и знаете что, мое впечатление не стало лучше, вот вообще не стало. Да, здесь появились новые троллейбусы и исчезли старые и страшные ЗИУ 682. Это, конечно, хорошо, только качественно система транспорта осталась той же. Троллейбусов можно долго ждать, многие машины грязные, неопрятные, ржавые, дырявые. Нету пересадки с железнодорожных вокзалов на другой транспорт. Нету нормальной городской среды. Красиво только в Кремле и все. Но остальной город, в том числе Привокзальная площадь, которая является просто воротами, вот она создает первое впечатление, она просто ужасная. Нету транспорта на ней, только какая-то маршрутка, которая неизвестно как ходит. До других куч троллейбусов нужно идти. А если я с вещами, кого это вообще волнует? Ну, доеду я на такси. Но нет, это не благоустройство. Рязань грустный город, и она в моем личном рейтинге городов, как была, вот не помню на каком месте, вот посмотрите сами, вот там она и остается. Ей здесь самое место. Надеюсь, что в будущем Рязань станет классным городом, но для этого нужна смена власти, нужны специалисты, которые будут работать на соответствующих должностях, нужны граждане, которым будет не все равно на судьбу города, вроде Сереги, но он один, а их нужно много, поэтому не знаю. Грустно это все, грустно. Рязань дизлайк. Просил рассказать про ЗИУ-683, про КТГ-2. Значит, рассказываю. ЗИУ-683, 93-го года выпуска в количестве 2 штук. Прекратили ездить в 2022 году. И стоят в депо 3, и состояние очень плохое. Было несколько попыток с разных предприятий договориться об их передаче, но по каким-то неизвестным мне причинам они до добра не доводили. По КТГ-2 ситуация лучше. Это грузовой троллейбус 1977 года. Мы сейчас ведем переговоры с городадминистрацией по его выпуску. Есть надежда, что мы его починим. Возможно даже, что он будет ездить, хотя это не сказать, что прям очень сильно вероятно из-за того, что это грузовой троллейбус. Для ГИБДД грузовой троллейбус это что-то из разряда взаимоисключающих вещей. Но мы пока ведем эту работу. А с вами были Игорь Абросимов и автобус мастер. А с вами были Игорь Абросимов и Сергей Чернышов с репортажем из Рязани. Подписывайтесь на канал Бог же фотограф, подписывайтесь на канал СТВ Channel Рязань, по ссылочкам в описании. Ставьте пальцы вверх и пишите ваше мнение в комментариях. А мы с вами увидимся в новых видео. Со мной, наверное, не скоро, учитывая скорость монтажа, а вот на его канале видосики выходят регулярно. Так что еще раз подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Приобретайте набор открытых с транспортом в Рязани 2013 года с классными карусами. И до новых встреч. Да, и приезжайте на нашу выставку. Я надеюсь, что к этому времени она откроется. Что за выставка? Выставка об истории транспорта Рязани. Ссылочка в описании. Там все будет рассказано, надеюсь, да? Да. Ну все, отключаемся.